Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – как избавиться от плохих мыслей. Не можете уснуть? Посещают дурные мысли вашу светлую голову? Постоянно прокручиваете в голове все возможные варианты событий, и с каждым разом они становятся все страшнее и страшнее? Вы устали и хотите это прекратить? Тогда вы правильно включили это видео. Итак, как избавиться от плохих мыслей? Первое, что нужно сделать, это осознать, что мысли, которые посещают вашу голову, могут быть как позитивные, так и негативные. В этом ничего странного нет, скорее это просто норма жизни. Желание убрать негативные мысли и оставить только позитивные вполне естественно, но так сделать невозможно, поэтому нужно смириться с тем фактом, что мысли будут появляться и те, и другие. Второе. Возьмите себе за правило, что чем больше вы будете пытаться избавиться от плохих мыслей, тем навязчивее они будут у вас появляться. Поэтому вторая задача – это не идти на поводу у плохих мыслей или не особо вникать в их суть. Можно сравнить это с лентой новостей. Когда вы берете в руки телефон, проводите по нему слева направо, и у вас появляется лента, в ней находится около 30 заголовков. И они все разные, но есть и схожие черты. Из названия вы с вероятностью в 95% можете определить, новость относится к негативной или позитивной. А далее, как и предполагалось, нажать на нее, дабы прочитать содержимое. Вы можете контролировать себя, читать плохую новость или нет. Так вот, с плохими мыслями, которые появляются в вашей голове, вы можете применять тот же самый способ. Это вам решать, зацикливаться на плохих мыслях или нет. Третье. Задайте себе вопрос, чем помогает вам мысль, на которой вы зацикливаетесь. Опускаются руки, появляется страх перед неизведанным, все больше и больше вы тратите время впустую на лишнее беспокойство? Тогда есть ли смысл долго раздумывать над ней? Если нет, то пускай эта мысль и дальше существует сама по себе как гость. Пришла, ушла, и больше ее никто никогда не видел и не приглашал. Если она вам вредит, то ей нет места в вашей голове и точка. Четвертое. Посмотрите на негативную мысль со стороны как наблюдатель. Познакомьтесь с ней, узнайте больше о том, что она в себе несет. Если бы эта мысль одолевала голову вашего друга, что бы вы ему посоветовали? Как бы вы его подбодрили? Если это касается, к примеру, ближайшего собеседования, которое вы боитесь провалить, то спросите себя, даже если, предположим, вас не возьмут на эту работу, и вы действительно провалите его, то что вы сможете получить? Опыт общения, осознание, с чем еще нужно поработать, какие качества обрести для этой должности и так далее. Считали бы вы неудачником своего друга, которого не взяли на работу? Или сказали бы ему, что у тебя еще будет куча таких собеседований, и эта компания просто не знает, какого специалиста теряет? Пятое. Если плохие мысли часто посещают вас, то есть один отличный способ. Заключается он в том, чтобы давать себе определенное время в день на обдумывание этих мыслей. Например, это будет не больше 15-20 минут. Присели и разрешили плохой мысли начать развиваться в вашей голове. Вы таким образом разрешаете себе думать о плохом, но не больше того времени, которое выделили сами. Если этого не хватает, то говорите себе: а об остальном я подумаю завтра, на сегодня у меня еще есть дела. И продолжайте жить дальше по намеченным планам. Шестое. Забейте свою голову миллиардами позитивных мыслей. Для этого нужно построить планы на ближайшие 3 года и записать их. Когда у вас ежедневно перед глазами будет всплывать ваш список, к примеру, прикрепленный на холодильник, вы невольно будете на него обращать свое внимание. И как следствие снова и снова прокручивать свои цели на ближайшее будущее. А еще во второй графе можно указывать, какие цели уже выполнены, даже самые маленькие. И опять же, они будут попадаться вам на глаза. Получается, что у вас в голове будет ежедневно скапливаться множество положительных мыслей, и волей-неволей для негативных мест просто не останется места. Если даже одна и залетит мимолетом, то надолго она не задержится. Седьмое. Двигаться или заниматься спортом просто необходимо. Когда вы двигаетесь даже против самой негативной мысли, мозг находит свое решение, объяснение или противовес. Самая обыкновенная фраза «я лентяй, это же так плохо» обрабатывается мозгом, и выдается сразу же вторая фраза «но я же сейчас в магазине,
Если бы я был лентяем, я бы пошел в магазин? Нет, я бы остался дома. Плохая мысль переформировывается на хорошую, причем без особых усилий. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.